Добрый день, дорогие друзья, добрый день из солнечного зимнего Кишинева, февральского. Надвигается чулочно-носочный праздник, 23 февраля. Носки, эти что там, майки дарят, что еще там. И сегодня я еду на задание на кладбище Дойна, и пользуясь случаем хочу поснимать вам дорогу и все то, что попадется нам на пути. И как всегда вам интересно, с кем я еду, кто. Естественно, я ни с кем не езжу из чужих, только из своих. Сегодня меня везет мой старинный сосед Коля. Он, может быть, покажем его чуть мельком в кадре, в контражуре, потому что вот он, вот как Вова дальнобойщик тоже начал, он говорит, вот я не причесан, вот я не в форме. Всем звездам кино, когда они хотят перед кадром, они начинают капризничать. Но я вам хочу рассказать предварительно, что я думаю, дай бог, это не последняя наша поездка. Коля, чем славится? У меня же все необычные люди, у меня друзья. Вова дальнобойщик, как это звучит, кличка у него Скала, потом какая у него еще кличка там, Вовочка. Чирва, да, он же хотел его привлечь к рассказу молдавских народных сказок. Вовочку. Потом Серега таксист, он же повар. Потом Юра, который все знает о Кишиневе. А Коля чемпион Советского Союза по конному спорту. Вот так вот, не просто так. Вот такие у нас личности. Сейчас. Вот, Коля, познакомьтесь. Это в контражуре я снимаю, чтобы он не нервничал. Да, вот это Коля. Коля, именно в каком виде конкур? Конкур это что, через барьер? Это преодоление препятствий. Вот Коля был по преодолению препятствий. А сколько раз ты был чемпионом Советского Союза, Коля? Один раз. А призером, наверное, уже там, первое место в Советском Союзе по конкуру. Вот это вот с препятствиями на коне. Обалденно. И вот, кто интересуется конным спортом или вообще лошадьми, пишите. Мы можем поехать с Колей на конный спорт и там сделать интересный такой репортажик предметный, потому что будет кому комментировать все это, потому что я там жил у тещи у своей на конном спорте и знаю Колиных коллег, там некоторых тренеров, бывших спортсменов, сейчас они уже тренера, потом знал главного там ветеринара с конного спорта. И у кого будут вопросы, пожелания, вот. Ну и, конечно, мы запишем всякие интересные конно-спортивные истории, попросим очень любезно Колю впоследствии, да, или когда будем куда-то ехать, чтобы он рассказал какие-то истории про лошадей, про их нрав, там, поведение, характер, потому что вот он мне так вот бегло, вот мы когда встречались, рассказывал, очень интересный рассказчик. Сейчас мы едем на Дойну по Полтавскому шоссе. Сегодня она называется Шосява-Балкань. Вот с правой стороны лесопосадки наши, виден город Кишинев, наслаждайтесь. Не было у меня намерений снимать по дороге, но всегда, знаете, чтобы все равно кому-то это будет да приятно, кого-то найдет. Вот у меня есть поговорка, Коля, знаешь, каждый винтик найдет свою гаечку. Так и это мое видео, каждая минута может быть кому-то дорога, знаешь, каждый метр от снятого видео. А нафига вот люди покупают дорогие телефоны, чтобы делать селфи, станут перед зеркалом,
знаешь, и начинает мочить себе автопортреты. Еще у кого дорогие телефоны, чтобы там был логотип, этот откусанное яблоко, знаешь, так, особенно девчонки в ванной, в туалете. А я говорю, себяшки делают все те, у кого нету личного фотографа, знаешь. Себяшки еще называют. Я не люблю это слово селфи. Есть понятие автопортрет. В конце концов, себяшка. Себя любимого. Да, а мы снимаем город, ландшафты. Да, вот Коля подсказывает, вот везет мне на друзей, коллег. Он подсказывает справа, вот скажи, что там сельхозинститутовская Магала. Да. А мы едем на Дойну. Вы знаете, что мой канал вообще не является бизнесом. И еду я на Дойну по просьбе зрителей посетить могилу. Я в тот раз ездил уже, нашел ее. А сейчас мы едем убрать, почистить. Не лично, там есть люди, и мы их ангажируем. Просто я с ними договорился, они у меня уже знают. Очень порядочный, на канале есть видео на поиски, уборка там могил, допустим. Но опять же говорю всем хейтерам стоять смирно и спокойно в стороне, потому что это не мой бизнес. Если мне высылают какую-то копеечку, то они все идут на развитие канала. Та же техника, телефон, камеры, компьютеры и так далее. Вот знакомый вам спуск и виден подъем на горизонте. Это в сторону кладбища Дойны, да. И любимых наших Гратиешт, которые потом с левой стороны, Гратиештское озеро, где я не был в Гратиештах примерно, наверное, лет 30 не был. А я там работал, когда-то делал свою первую в жизни деревянную лестницу. Ваш автор занимался деревянными изделиями, чтобы вы знали. Резьба по дереву, мебель, там дубовая всякая. Лестницы, дуб, ясень, резьба на дубе, на липе, на всем чем угодно. Когда-то. Сейчас отошел. Сейчас он снимает вам видео про Кишинев, Молдову, Варну. Все, что попадется нам на жизненном пути. Разного, хорошего. И вот так вот. Коля вот заметил, что, говорит, какое красивое небо. До этого звонил мне, говорит, радуга какая-то. Сегодня погода переменчивая была. То солнце, то снег. И вот мы решились. Хотели завтра, но решили сегодня. Следуя принципу, знаете, есть эта поговорка: сделай сегодня, что можешь сделать завтра, а завтра скушай то, что можешь скушать сегодня. Да. Вот мы потихоньку приближаемся к улице Дойна. И там вот уже видны. Это Гратиешт, да, Коля? Слева, да. Вот всем гратиештцам или гратиештовцы. Как Кишинев, кишиневцы, а тут гратиештовцы. Вот справа виден уже там Кишинев, Старая почта, Рыжкановка, да. Хорошо, когда есть кому поправить и направить. Его плохо видно. Да. Мы посмотрим, если вдруг еще не будет темно. Да, мы после кладбища, может быть, если не будет темно, мы сможем проехать по Гратиештам и поснимать вам что-то. Вот выезд с Дойны на Полтавское шоссе. Мы делаем поворот направо. И тут очень хорошее вот заведение такое. Я тут снимал когда-то одну свадьбу. Вот. Чукарлея, да, это? Чукарлея. Ласточка, да, называется? Чукарлея. Тут очень классно. Только вот этот забор, он перекрывает всю красоту. Ну и все равно мы снимаем. Когда-то, помню, еще в советские времена Дойна была не такой большой. И мы шли через поля, через леса, помню, с моим другом, тоже нашим соседом Андреем Чепрагой, с нашими девушками, впоследствии женой Андрея Чепрага, а я так и не... Это та девушка моя бывшая, которая ездила в Израиль. Помните, обещал вам рассказать.
Надо как-то... Вот Дойна уже начинается, видите. Тут надо, Коля, не пропустить нам заезд. Может быть, будет открыто вот с администрацией. Может быть. Так, я здесь выключаю камеру, потому что мне надо будет созвониться с людьми. И мне камера мешает.